Друзья, хорошая новость. Наконец, все готово для запуска нового курса. Мы будем рисовать натюрморты. Первый натюрморт – медный чайник. Мы будем изучать его конструкцию, рисовать в разных ракурсах, писать. И писать творчески, не только маслом, но и акварелью. Второй натюрморт тоже из серии простых вещей. Гранат и черешни. Мы будем писать маслом, будем писать творческое решение, будем писать акварелью. У нас будет теоретический урок с показом работ известных художников, импрессионистов. Вообще, почему нужно писать творческий натюрморт? Об этом будет речь. В ближайшие дни я более подробно вам расскажу об этом курсе. Вас ждет интересная работа, это точно. И начнется она с того, что на вебинаре мы будем вместе с вами рисовать медный чайник, изучать его форму. Вебинар будет через неделю, в среду или четверг, я попозже сообщу. И вы сможете прислать мне работы на разбор, бесплатный разбор каждой работы будет. И потом мы еще встретимся с вами через 3 дня. Я проведу прямой эфир, на котором покажу лучшие работы ваши этого чайника. Почему важно рисовать простые вещи? Гранат, черешня, чайник. Потому что сложная форма, ну, например, вот голова моя, да, она состоит, ее рассматривать нужно, из простых форм. Вот нос, трапеция. Площадка, 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 площадка. То есть она сочленена каким-то образом с другой простой, в принципе, формой. Тоже площадка, площадка, площадка и так далее. Мы на примере простых форм, изучая их, постепенно будем подходить к сложным. И еще большой плюс в рисовании и живописи этого медного чайника в том, что он, материальность у него определенная, металлическая, он дает блики. Как с ними разобраться, как это сделать профессионально. Все это будем изучать, подробности чуть позже, так что готовьтесь к тому, что мы скоро начнем этот курс. Сейчас несколько вопросов. Вы пока подписывайтесь на канал, ставьте кнопку, нажимайте «Нравится», если нравится общение в нашей палате, команде. Будьте активны, задавайте вопросы, комментируйте. Архитект Егор. Вячеслав, огромный привет вам из Санкт-Петербурга. Привет, Егор. Спасибо вам огромное за ваши труды. И вам спасибо, что смотрите и оцениваете. Каждое ваше видео – это глоток свежего воздуха, вдохновение, новых ощущений. Вы много путешествуете. Скажите, куда, на ваш взгляд, у вас было самое незабываемое путешествие по эмоциям, вдохновению и ощущениям? Где для вас место силы, куда бы порекомендовали съездить? Мне очень понравилось в Армении. И, кстати, я проведу в октябре там класс, по новым местам мы будем ездить. Мне очень понравилось в Венеции. Мы с Леной Ушаковой писали там буквально 2 дня. Незабываемо. И я хочу провести там класс. Это будет трудно. Нужно найти время, когда там мало туристов. Я думаю, что эту задачу мы решим. И поскольку пространство довольно-таки все-таки тесное, нужно как-то умудриться небольшими группами, может быть, 2 группы по небольшому количеству людей собрать, чтобы, ну, не всей толпой занять там проход на мосту, и все, и никто не пройдет, нас просто оттуда выселят. Я думаю об этом, как это сделать. В Венеции очень хорошо было на Сицилии, очень хорошо было на озере Гарда в Италии, и там я тоже проведу класс в сентябре или октябре. Я согласую это с Луизой. Она там живет, прекрасный художник, творческие работы волшебные. Через месяц я еду в Швейцарию. Швейцария вообще сказочная страна, и писать там просто. Такие пространства, холодные планы, гор, озера. Я очень люблю писать в Гурзуфе, люблю писать здесь, в Подмосковье, в средней полосе, на Академичке. Вообще, если художник любит жизнь, то ему везде будет хорошо работать. В Санкт-Петербурге я писал первый раз, буквально вот этот класс, прошел 2 дня всего. Это просто сказочное место.
один из лучших городов Земли. И я обязательно в Петербург еще приеду и тоже класс там проведу. Я не был в Риме и хочу писать в Риме. И вообще погулять по Риму прежде всего, прежде чем писать. Ну, вот такие у меня пожелания, интересы. Думаю, они схожи с вашими, Егор, и со многими участниками нашего коллектива. CRN. Вот бы немножко пожить в таких картинах. Замечательная реплика. Мне очень понравилась. Один, не помню, кто, импрессионист. Если кто знает, подскажите, кто это сказал. Он сказал, что я не пишу мир таким, каким его вижу, а я пишу мир таким, каким хочу его видеть. Вы представляете? То есть художник может создавать сказку. Вот бы пожить немного в такой сказке, в таких картинах. Спасибо вам. Надежда Д. Бато разрешил, речь о том, что я попросил разрешения снимать, как он пишет, да? Так вот, Надежда пишет, а почему надо спрашивать у художника присутствие при его работе? Если он работает на пленэре, то надо быть готовым, что кто-то будет наблюдать за его творчеством, нравится это ему или нет. Да, конечно, уж Бато 100 раз готов. Ну, это просто какой-то закон вежливости, спросить разрешение, можно ли посмотреть, когда художник работает, можно ли включить кнопку записи. Это же его... Сейчас вы попадаете в этот момент в некое сакральное поле. И даже художник такого уровня, как Бато, признавался, что там, будучи в Китае, когда на него смотрят 40 человек, а у него не получается, ну, задуманное, стирает, уничтожает, еще раз пишет, он пребывает в стрессе. Подходя сзади, спереди к художнику, который работает, мы можем не заметить, в каком он пребывает сейчас состоянии. И это такое дело аккуратное. Одна девушка, она у меня занималась, просто она как танк пошла на одного туриста, который без спроса начал щелкать фотоаппаратом, когда она работала. Он убежал на лавку, куда-то скрылся. Но она была очень сильно недовольна. Разные реакции у художника могут быть. Некоторые девушки, я помню, просто скрывались за колоннами, мы в Которе работали. Ну, до слез просто толпы доводят. Они же подходят и говорят, а так разве можно рисовать? Вы не то рисуете, что там. Вы неправильно рисуете. Ну, наши же люди всегда любят подсказать, как правильно нужно сделать. И это отвлекает художника от работы. Но, впрочем, Надежда, вы, конечно, можете и не спрашивать никого, просто присутствовать и все. Как-то я тоже работал, и подошли мужчина с женщиной, девушка с парнем, и раз прям вперились ко мне вот так вот, и смотрят, чего я делаю. Ну, прям вот это вот. И начинают разговаривать громко, там, обсуждать что-то. Я единственное спросил у парня, вы работаете за компьютером? Да. А вам нормально, если вот кто-то подходит, и вот вы что-то там пишете, и раз так сразу, без разрешения вашего, без спроса начинает смотреть, что вы там пишете и кому? Но он на секунду смутился, но сказал нормально, и они отошли. Ну, мне кажется, это такая тема. Художники ранимый народ, особенно чувствительный, поэтому лучше лишний раз спросить. Маэстро Игнатьев, я хочу такой зонт заказать. Подскажите, какой размер купола? Ну, там купола, ну, вот такой, метр примерно. Значит, вот ссылка на Амазоне я купил. Я был, будучи в Америке, они мне на следующий день привезли. Ну, в Россию вряд ли с Амазона что-то кто-то пришлет, так что надо кого-то попросить. Верхний Нхев. Интересный ник. Прежде чем учить других, покажите, чему вы научились. А болтать каждый умеет. Так я ж не скрываю, есть сайт, заходите и смотрите, чему я научился. Но учить я как-то не очень-то люблю называть себя учителем, право, мне неудобно. Я просто рассказываю тем, кому интересно, как я пишу, как я мыслю, как я веду ту или иную работу. Ну, кто-то называет меня
учителем и считают, что я учу. На самом деле я просто рассказываю, как я пишу. Ну, обретаю это в слова, вот этот художественный процесс. Это довольно сложно, когда ты творчески работаешь, еще что-то на эту тему делать объяснения, показывать путь, как ты мыслишь, но возможно. Не забудьте, друзья, отметиться в журнале. Предлагаю посмотреть вам еще одно кино. Называется «Живопись без рецепта». Ну, пока.